привет! Мы готовим медовые куличи. Тесто отлично поднимается. Куличи получаются пышными и имеют слегка влажную текстуру, а отрезанный кусочек можно разобрать на волокна. Также на нашем канале есть рецепт воздушных ленивых куличей. Ссылочку на его приготовление я оставлю ниже в описании под видео. В теплое топленое молоко я добавляю сахар и дрожжи. Как дрожжи растворятся, добавляю муку. Опару закрываю пищевой пленкой и оставляю примерно минут на 20. Пока опара подходит, подготовим другие ингредиенты. Предварительно сухофрукты я промыла и просушила салфеткой. Куличи я буду выпекать с кизилом и грушей. Нарезаю на небольшие кусочки и перекладываю в кружку. Добавляю ром и перемешиваю. Два яйца перемешиваю с сахаром и добавляю соль. Мне нравится легкий аромат рома в готовой выпечке, поэтому сюда же я добавляю 1 столовую ложку. Затем вливаю растительное масло. Засахарившийся мед растопила импульсами в микроволновой печи. В последнюю очередь добавляю растопленное сливочное масло. Перед добавлением сливочного масла и меда нужно немножко подождать, чтобы они не были такими горячими, иначе яйца просто сварятся. Опара отлично подошла, теперь сюда добавляем полученную медовую массу. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Тесто должно получиться очень мягким. Всего не считая опары, сюда я добавила 500 грамм муки. Так как производители немного отличаются, вам может потребоваться чуть больше либо чуть меньше. В другую чистую миску, смазанную растительным маслом, перекладываю тесто и закрываю его пищевой пленкой. Тесто оставляю отдохнуть часа на 2-2,5. Немного обминаю и взвешиваю, чтобы потом разделить на равные части. Поверхности блюда смазываю растительным маслом.
Дополнительно хочу отметить, что в процессе приготовления сухофрукты я периодически перемешивала. Кусочек теста обминаю в руках и перекладываю его в форму. По вашему желанию дополнительно формочки можно смазать растопленным сливочным маслом либо растительным, тогда они выйдут полностью без дефектов. Половину сухофруктов перекладываю на тесто и начинаю обминать. В процессе вымешивания с сухофруктами тесто становится более липким из-за наличия небольшой влаги. Поэтому руки в конце я смазываю растительным маслом. Куличи накрываю полиэтиленовым пакетом и переставляю в духовку. Минимум масса должна увеличиться хотя бы в 2 раза, после этого можно выпекать. Духовку заранее можно немножко нагреть, тогда процесс будет идти быстрее. Куличи выпекаю 25 минут при температуре 150 градусов, затем увеличиваю температуру до 160 и выпекаю до сухой шпажки. В среднем это занимает примерно 20-25 минут. Прежде чем покрывать куличи помадкой, они должны полностью остыть. В сахарную пудру добавляю 2 столовые ложки воды, а в оставшуюся воду перекладываю листовой желатин для набухания. Здесь у меня 5 грамм. Для желатина в гранулах вам понадобится 1,5 столовые ложки воды для набухания. Довожу сироп до кипения и снимаю с огня. Если желатина взять чуть меньше, то помадка получается более жидкой. Добавляю набухший желатин. Переливаю в емкость, удобную для взбивания. Готовая помадка хорошо загустеет и будет иметь ярко-белый глянцевый цвет. Емкость с помадкой переставляю в кастрюлю, наполненную горячей водой. Так она какое-то время будет оставаться более жидкой. Воспользуйтесь лопаткой или ложкой для покрытия кулича сверху, если вы не убирали его из формочек. Обмакиваю кулич в помадку и выравниваю. Теперь осталось сделать небольшой декор. Украшаю грецкими орехами, бадьяном и присыпаю кондурином. Декор для куличей нужно делать достаточно оперативно, так как эта помадка быстро схватывается и верх у нее подсыхает. Означает, что потом любая присыпка просто будет скатываться сверху. Надеюсь, вам нравится такой рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!